Секретный российский приказ попал в руки украинской разведки. Кто отдал команду, что за цели, почему в Кремле молчат? Слитые документы уже в сети, и мы расскажем вам все детали. ВСУ под Курском снова, как оправдывается Москва, бои на севере усиливаются. Каждая деревня как плацдарм, приграничье горит. Россия тянет резервы, но теряет контроль. Что будет, если Курск не предел? Урсулу фон дер Ляйен отправляют в отставку? Скелеты в шкафу Еврокомиссии. Кто поднял бунт против нее? Что нашли в ее переписке? И к чему все это приведет? Развалу или зачистке? Удар по химическому оружию, самый жесткий за 3 года. Что именно запретят теперь и когда начнется экономическая кома? Зеленский получил обещание, а Трамп разочарован Путиным. Что это все значит и пойдет ли дальше, чем слова? За кулисами сделки, недосказанности, но кто первый потеряет равновесие? Израиль ждет сигнала. Иран на грани срыва, но финальный отсчет уже запущен. Одна команда и все вспыхнет. Кто отдаст приказ и кто первый окажется под ударом? Самые главные новости вечера, вторника 8 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. ВСУ возвращаются в Курск. Главком Александр Сырский сообщил о резкой эскалации боевых действий и анонсировал новые шаги: удары по российским тылам, формирование экипажей дронов-перехватчиков и удержание врага даже в Курской и Белгородской областях. Сырский говорит, о чем докладывал президенту на Ставке. Подчеркнул восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Врагу не будет там покоя. Российская армия якобы продвинулась в районе Юнаковки и Покровска, а ВСУ в сторону Новопавловки, уже на другом участке фронта. Институт изучения войны фиксирует, обе стороны идут вперед, но фронт остается нестабильным. Под Торецком зафиксировано продвижение россиян к Дылеевке, но штурм возле Попова Яра был отражен. Покровское направление. Там оккупанты наступают в сторону Мирного, Малиновки и Промени. Одновременно обе армии фиксируют движение под Новопавловкой. ВСУ продвинулись в Дачном, россияне в районе Толстого. На других участках фронта под Купянском, Лиманом и на Харьковском направлении врагу продвинуться не удалось. С начала полномасштабного вторжения Россия, по данным Генштаба ВСУ, потеряла более 1 миллиона солдат и еще 1100 за последние сутки. Но на этот раз точно беспрецедентные, такие, что задушат РФ и заставят Москву просить о пощаде. Как вы поняли, это про новые экономические ограничения для России. Самое время вводить самые мощные санкции, заявили во Франции. Это не может продолжаться дальше. Это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится уввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние 3 года. Они непосредственно истощат ресурсы, которые позволяют Владимиру Путину продолжать свою войну. Путин больше не продвигается на фронте и сейчас ограничивается обстрелами жилых районов дронами и ракетами, говорит французский министр. Британское правительство тоже обновило санкционный список и снова ударило по российской армии. Теперь туда добавлены 2 высокопоставленных военных и 1 ключевой научно-исследовательский институт. Все они причастны к применению химического оружия против украинских сил. Под санкции попали Алексей Ртищев, начальник войск РХБЗ, Андрей Марченко, его заместитель, научно-исследовательский институт прикладной химии, структура, которая снабдила российскую армию ручными химическими гранатами, которые они используют на поле боя. По словам британских властей, именно Ртищев и Марченко занимались передачей и координацией применения химоружия в Украине. Штаты обязаны передать Украине новую партию оружия. Это уже не предположение, а обещание президента США. Поставки будут касаться прежде всего оборонительных систем, чтобы, цитирую, «дать Киеву шанс защититься».
Нам придется отправить еще оружие, мы обязаны это сделать. Они должны быть способны защищаться. По ним очень сильно бьют. Нам придется послать больше оружия, оборонного оружия в первую очередь. Я разочарован тем, что президент Путин не остановился. Трамп заверил Зеленского, что США предоставят столько военной помощи, сколько смогут. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями разговора. По их словам, Трамп заверил Зеленского в продолжении помощи, но поставки остаются в ожидании. Это подтвердили в Минобороны США. Правда, сам Трамп говорит, что к этой заморозке он не причастен. Трамп сообщил Зеленскому, что он распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия. Пресс-секретарь Белого дома говорит, что распоряжение шло от министра обороны. Кто за что отвечает, это внутреннее дело США, но факт остается фактом, пока помощь приостановлена. Израиль готовится к новому удару по Ирану, но тут уже появляются условия. Если разведка зафиксирует попытку Тегерана возобновить обогащение урана или вывести запасы из поврежденных объектов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в оборонных кругах. Под особым контролем Форда, Натанс, Исфахан, которые уже подвергались ударам с воздуха. Если Иран попытается восстановить обогащение или эвакуировать уран, последует немедленная атака. В сценарии задействован и Вашингтон. По данным издания, Трамп готов вновь поддержать операцию, если будет конкретный повод. Американская сторона не против возобновления ударов при появлении новых угроз. Мне кажется, что это уже изменило облик Ближнего Востока, но я думаю, что здесь есть возможность достичь расширения Авраамских соглашений, которые сами по себе были историческим актом, заслуживающим Нобелевскую премию для президента. Но уверен, что возможностей здесь гораздо больше, и я надеюсь, что Иран не будет проверять нашу стойкость, потому что это было бы его ошибкой. Это продолжение операции «Народ как лев», начатой в июне. Тогда ВВС Израиля и стратегическая авиация США наносили удары по подземным объектам Ирана. Вашингтон после этого заявил об уничтожении иранской ядерной инфраструктуры. В Тегеране признали только серьезное разрушение, но, по словам главы МАГАТЭ, с тех пор контроль над запасами урана, а их более 400 килограмм, утрачен. Теперь дипломатический процесс пытаются оживить в Осло. Спецпосланник Трампа Стив Уитков готовится к встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, но на фоне очередной угрозы удара это выглядит как разговор на пороховой бочке. Еврокомиссия может уйти в отставку. В Европарламенте вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен и всей ее команде. Его инициировал румынский депутат Георги Пипереа, собрав минимально необходимые 75 подписей. Главное обвинение – отказ раскрыть переписку с главой Pfizer по вакцинам, которые закупались во время пандемии COVID-19, использование статьи 122 для обхода Европарламента при создании оборонного фонда на 150 миллиардов евро и вмешательство в выборы в Румынии и Германии через цифровое регулирование. Во всяком случае, так утверждает румынский евродепутат, единомышленники, в основном представляющие правые партии. Я также не забыла о том, чего мы достигли вместе. О том, как благодаря европейской науке была разработана вакцина в рекордно короткие сроки. О том, как мы нарастили промышленное производство после медленного старта. О том, как каждому государству-члену был предоставлен равный доступ к спасающим жизнь вакцинам. И это та солидарность Европы, которую я люблю. И это Европа, которую ненавидят экстремисты. Вотум почти наверняка провалится, как было все время до этого, но скандал громкий, и скелеты в шкафу Еврокомиссии снова постукивают. Москва перебрасывает войска на Кавказ, теперь уже точно. Но вскрывается еще одна очень важная деталь и очень важный вопрос. Ереван ведет двойную игру. В распоряжении украинской разведки оказался секретный приказ российского командования. Южный военный округ получил указание срочно нарастить военное присутствие в армянском Гюмри.
Все оформлено официально, документ с подписью временного исполняющего обязанности начальника штаба попал в руки ГУР и уже опубликован. Согласно телеграмме, отбор военных для переброски на базу в Гюмри должен был быть завершен до 11 июня. Вербовали контрактников из Ростовской и Волгоградской областей и оккупированного Крыма. Кандидатов отбирали тщательно, на службу не допускались фигуранты по делам о наркотиках и психически нестабильные люди. Но главное, момент усиления военного контингента началось сразу после начала конфликта с Азербайджаном и серии дипломатических стычек. Кремль действует на опережение, пытаясь перехватить контроль в регионе, где резко упал авторитет Москвы. Официальный Ереван, как всегда, все отрицает. В МИД Армении назвали утечку сфабрикованной. Но в реальности на столе у ГУР лежат конкретные имена, номера полевых почт и перечень критериев для отбора бойцов. Это уже не игра, а подготовка к следующему витку конфликта на Кавказе. Накаляется обстановка и на границах внутри ЕС. Варшава наносит ответный удар по Берлину. Польша, которая возобновила контроль на границе с Германией, пусть даже временно, занимает жесткую позицию в миграционном вопросе. Я согласен с предположением, что мы должны руководствоваться фактами, а не дезинформацией из националистических кругов. Тем не менее, верно, что Германия начала проверки всех своих соседей еще в октябре 2023 года. На этом фоне вспыхивает локальный бунт. Мэр Сгожельца, города прямо у границы с Германией, подает жалобу в Еврокомиссию. Причина – немецкие патрули парализовали город. Водители ищут объезд прямо через жилые районы. Результат – пробки, хаос и гнев жителей. Власти Сгожельца собирают подписи с обеих сторон границы и в польском городе, и в немецком Гёрлице. Они хотят показать, миграционный контроль – это не цифры, а реальная угроза жизни людей. Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, польский контроль – это тоже защита от нелегальной миграции, включая каналы из Беларуси и России. Официально срок проверки 30 дней, но в Берлине в октябре говорили в принципе то же самое. Новый уровень агрессии и на белорусской границе. За последние несколько дней мигранты атаковали польских пограничников с особой изобретательностью. В ход пошли не только камни и бутылки, но и колья с вбитыми гвоздями. Фото такого оружия опубликовали сами сотрудники пограничной охраны. Случаи нападений были зафиксированы на участках застав в Черемхе и Михалове. По данным Подлясского отдела, никто из людей не пострадал, но один патрульный автомобиль получил повреждения. Всего за уикенд зафиксировано более 170 попыток незаконного пересечения границы на участке только Подлясского воеводства и около 200 по всей границе с Беларусью. Несмотря на относительное снижение активности по сравнению с прошлыми неделями, агрессия растет и угроза безопасности явно не снижается. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.